Приветствую вас, дорогие рукодельницы. Меня зовут Людмила, и сегодня мы с вами свяжем носочки. Да что тут вязать, скажете вы? Так и есть, если не учитывать оригинальный эластичный набор петель, формирование пятки в технике бумеранг, аккуратное и незаметное закрытие носочка. А еще я вам покажу красивый незаезженный узор. Сейчас в интернете достаточно много мастер-классов по вязанию всеразличных носков, и я вам хочу показать свой вариант. Это носочная пряжа, очень мне нравится ее метраж и состав. Покупали ее в магазине Акатава, ссылочку оставлю под видео. На 38 размер я набираю 52 петли, плюс одна дополнительная для замыкания в круг. Для начала формируем петлю любым для вас удобным способом. Для эластичного края я использовала свой метод набора петель, который начинается с кончика нити. Перекручивая, создаем петельку, пропускаем спицу, не вытаскивая палец, проделывая спицей вот такие манипуляции. Формируем петлю, выравнивая и затягивая. А пальцами правой руки вы должны крепко прижать и чувствовать ими, как петелька затягивается. Смотрите, еще раз показываю. Если у вас петля не затягивается, вы ее не распускайте, просто пробуйте ее подтянуть. Возможно, пока она проходит, где-то запутывается. Способ несложный, просто нужна тренировка. Этот набор петель очень удобный и эффектный. Я сначала набираю петли все на одну спицу, а потом распределяю их по 4 спицам, и получается по 13 петель. Далее замыкаем в круг. Смотрите, как я это делаю. Далее вяжем по кругу. Узор такого характера. Вяжем резинку 1 на 3. 1 лицевая и 3 изнаночные. Но лицевую петлю провязываем скрещенной. За счет этого получается необычная оригинальная резинка. В первом ряду провязываем обычные петли, а уже со следующего лицевую скрещенной. Я вам сейчас покажу. Изнаночные петли вяжем по кругу за заднюю стенку. И лицевую петлю тоже за заднюю. Если мы будем вязать за переднюю, то у нас будет обычная лицевая петля. Но нам нужно ее провязать скрещенной, поэтому мы ее вяжем за заднюю. Вот таким образом. Вяжем резинкой примерно 6 сантиметров. Далее плавно переходим на узор номер 2. Сужаем попарно по 2 косички, и у нас в итоге останется 1. Меняем местами 2 петли. Лицевая петля должна быть сверху. И провязываем изнаночную изнаночной, как вы провязывали за дальнюю стенку, а лицевую скрещенной. Следующая идет изнаночная петля, и далее мы опять вот эти 2 петли меняем местами. Лицевая опять же должна быть сверху. Перебрасываем и провязываем так, как мы вязали лицевую скрещенной, а изнаночную за заднюю стенку. И далее повторяем все то же самое со следующими 2 косичками. В конце ряда остается 3 косички, и их тоже нужно постепенно соединить. Их также разворачиваем, как я вам уже ранее показывала. Провязываем изнаночную изнаночную, лицевую скрещенную. Далее вяжем по рисунку. Вот эту среднюю косичку мы пока не трогаем. Провязываем ее лицевой и доходим до следующей 3 косички. И опять же меняем местами. Запомните, у нас лицевые скрещенные косички всегда сверху.
Вот так это выглядит. Правая косичка с наклоном влево, а левая косичка с наклоном вправо. Следующий ряд провязываю без изменений по рисунку, а далее будем косички соединять. Я уже провязала, смотрите, что будем делать дальше. Вы видите, у меня лицевая, изнаночная, лицевая. Эти 3 петли нужно будет провязать одной лицевой вместе. Но так как были убавлены 2 петли, их нужно будет компенсировать с помощью новых петель. Сейчас я провязываю крайнюю изнаночную, и здесь нужно будет добавить новую петлю. Мы берем протяжку возле лицевой петли и провязываем одну петлю изнаночной скрещенной, для того, чтобы не было отверстия. Далее провязываем все 3 петли одной лицевой, как я вам говорила, и следующую нужно будет опять добрать изнаночной скрещенной. И со следующими косичками повторяем то же самое. А с этими косичками, которые остались в конце ряда, мы все то же самое повторим, как в предыдущем ряду, меняя местами первую и третью косичку, тем самым их сдвигая друг к другу. И в итоге получается такой узор. Лицевая скрещенная, 7 изнаночных, и раппорт повторяется. А там, где у нас 3 косички, получается это перед носочка, и они располагаются таким образом. 3 скрещенные лицевые, и между ними по одной изнаночной петли. Все, дальше вяжем по кругу по узору до нужной вам длины, и я вам потом покажу, как вывязывать пяточку. Я перехожу к пяточке, вывязываю ее на 26 петлях, то есть половина всех набранных. Я их надела на одну спицу и мысленно разделила 9, 8 и 9. Можете закрепить маркерами. Будем вязать только на этих 26 петлях туда-обратно, при разворотах удваивать. Давайте приступать. Пяточка состоит из лицевых петель. Провязываем целый ряд до конца. Последнюю петлю тоже провязываем лицевой. Разворачиваемся. Переснимаем первую петлю и рабочую нить тянем вверх и назад. И подтягиваем хорошо. Получается у нас двойная петля. Она остается на спице, а мы продолжаем вязать в обратном направлении по рисунку. У нас изнаночный ряд. Вяжем все петли изнаночные до конца ряда. Дошли до конца ряда, развернулись и повторяем то же самое, только на лицевой стороне. Переснимаем петельку на правую спицу, а рабочую нить перекидываем сверху вниз, вперед, опять натягиваем, образуется двойная петля, оставляем ее на спице и вяжем в обратном направлении. В конце ряда доходим до двойной петли, мы ее не провязываем, просто разворачиваемся и повторяем, формируя двойную петлю. Опять же рабочую нить перетягиваем и вяжем в обратном направлении. И вот таким образом мы вяжем туда-обратно до тех пор, пока не будет сдвоенных по 9 петель с двух сторон. И вот что получается. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 сдвоенных с другой стороны и 8 петель должно остаться в середине. У меня почему-то 7. Где-то потеряла. Ну, не суть, я потом добавлю. В общем, сейчас я провяжу один ряд по кругу и перейдем к второй половине вывязывания пятки. Сейчас я вам покажу, как провязывать двойные петли. Вот я подошла к первой двойной петли. На лицевой стороне мы провязываем за переднюю стенку. Аккуратно захватывая 2 петельки. И вот таким образом у нас
Из двойных получается 1 лицевая. Продолжаем вязать по кругу. Пяточка вяжется лицевыми, а остальное все вяжем по узору. Я провязала круг. Переходим опять к пяточке. У нас 26 петель. Остановилась на 8 петлях средних. И теперь нужно будет вязать по нарастающей. Провязываем этих 8 петель. Я сейчас одну восстановлю, которой не хватало. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далее провязываем следующую 9-ю петлю, разворачиваемся, далее переснимаем первую петлю на правую спицу и выворачиваем, удваиваем. В обратном направлении вяжем 8 петель и 9-ю петлю тоже провязываем. Вот это 9-я петля, провязываем ее изнаночной, разворачиваемся и повторяем, переснимаем, удваиваем и вяжем обратно до двойной петли. Лицевой ряд, лицевые петли. Провязываем все петельки лицевые. Подходим к двойной петли. Мы ее провязываем за переднюю стенку одной лицевой. Далее еще одну петельку провязываем. Разворачиваемся. Эту петельку переснимаем, раздваиваем и вяжем в обратном направлении. Итак, поворотными рядами, доходя до двойной, провязываем ее, затем провязываем следующую, разворачиваемся, петельку эту удваиваем и так вяжем до тех пор, пока у нас на спице не будет 26 одинарных петель. Сейчас я подхожу к двойной изнаночной и вам покажу, как ее вывязывать. Аккуратно подхватываем за задние 2 петельки, за задние стенки. Вот таким образом. И вывязываем одной изнаночной петлей. Пяточка готова. Далее я распределила петли на 4 спицы и буду вязать круговые ряды по рисунку. Там, где у нас была пяточка, мы вяжем половина петель, получается по 26 петель лицевой гладью и остальные 26 петель по узору. Я сейчас довяжу до носочка и покажу вам, как его убавлять. У меня получилось 19 сантиметров от пятки до носочка. Я буду делать двойные убавки с 2 сторон по стопе, поэтому спицы нужно будет расположить так, чтобы шов шел по краям. Делаю первую убавку, провязываю из 2 петель одну лицевую с наклоном влево. Далее провязываю до следующего края лицевыми петлями. Носочек я также вяжу, как и пяточку, чулочной вязкой. На противоположной стороне не довязываем 2 петли и делаем убавку. Провязываем из 2 петель одну лицевую с наклоном вправо. Здесь я делаю опять убавку. Из 2 петель провязываю одну с наклоном влево.
И еще одна последняя убавка с наклоном вправо. Это 4-я убавка. То есть я провязала круг и сделала 2 двойные убавки. И таких круговых убавок я делала 6 раз через ряд. И потом подряд с 7-й, 8-й. И еще хотела дополнить, чтобы вас не запутать, я не буду объяснять, за какую стенку вам провязывать петли. Самое главное, поймите суть. Когда провязываем 2 петли вместе, они не должны быть скрещенные. Поэтому внимательны будьте. Если нужно, прежде чем провязать 2 петли вместе одной, посмотрите, нужно ли вам их развернуть. В данном случае я провязываю 2 петли вместе с наклоном влево за задние стенки, а с наклоном вправо за передние. И еще один момент, чтобы не запутаться, я воспользовалась счетчиком рядов. Это очень удобно. Вставляю на кончик спицы и когда заканчивается ряд, отмечаю. Вот здесь мне еще осталось провязать 2 круговых ряда, и остальные петельки я буду закрывать трикотажным швом. Бесшовный способ, это очень удобно и красиво. Я им постоянно пользуюсь и вам рекомендую. Ниточки тоненькие, поэтому не очень хорошо видно. Я вам оставлю ссылочку на другой мастер-класс, где снимала крупным планом, и там вам будет более понятно. А также в описании вы можете найти ссылочки на все мои плейлисты. Уроки для начинающих, узоры, вязание для дома, вязание для женщин, обзоры и так далее. Носочки мои готовы. Если вам понравилось, не забывайте делиться своими впечатлениями, ставить лайки, подписываться. До новых вязаных встреч!